Всем привет! Дома отсутствовал всего лишь 4 дня, а за это время кардинально все изменилось, что не узнать. Походу, тот ливень, который подтопил Борисов, здесь тоже прошел. Ну, только что из-за особенностей рельефа и почвы следов не осталось, только что растения отреагировали и пустились быстро в рост. Здесь во дворе обкашивал перед отъездом, а уже снова нужно косить. В огород так еще и не ходил, побаиваюсь. Скорее всего, там тоже все так заросло, и нужно будет заново полоть, хотя же закончил только недавно. Ну а с другой стороны, после такого дождя в лесу должны грибы пойти. А почему должны? Скорее всего, их там вообще уже немерено, раз у меня в саду появились. О, смотрите, какие красавцы. Эти мелкие чуть-чуть еще подрастут, и как раз на суп хватит. Ты пойдешь грибы смотреть? А? Шада. Смотри, какие грибы. Помните, в прошлом году я проводил эксперимент с грибами, принесенные из леса? Пытался их в споре рассеять у себя по саду, чтоб не нужно было ходить там в лес, искать их, а вышел, сорвал необходимое количество и сразу на кухню готовить супчик. Но это, скорее всего, деяние не моих рук, а споры здесь уже были, так как походил по тем местам, где разливал их, то вообще никакого результата нету. А пока меня не было, смотрите, как гречка в рост далась. Практически уже в рост со мной и цветет вовсю. А вот только что пчел на ней практически не видно. Так, где-нигде по одной, скорее всего, где-то так собирает нектар. Если, конечно, не ленятся и не сидят там где-нибудь на печи. Ну, надеюсь, что урожай будет, так как других насекомых хватает. А вот хлеба своего не получится испечь. Смотрите, как рожь обошла. Только где-нигде по колоску. Я даже не знаю почему. Ну, есть предположение. Возможно, из-за того, что трубка как раз спускалась в момент, когда была самая засуха. Ну, а поливать я не стал. Ну, и может еще причина, что посадил ее довольно так густо. Зеленой массы много, только здесь с края немного подсохла, повыше была. Там так она вообще обильно росла. Ну и может еще и там сорт неподходящий был или земля. Ну а остальное себя вроде бы вообще неплохо чувствует. Кабачки так там вообще вон какие гигантские листы поупускали. Особенно те, которые я первые сеял. Там, где не обошли повторно, так только еще проклюнулись. Ну и травы тут не сильно много. По сути, здесь я заканчивал позже полоть. Ну а тот, где замульчировано, так и вообще ее практически нету. Так, где-нигде по травинке. Ну а где не было замульчировано, то придется уже заново начинать полоть. Пока семена не осыпались. Иначе на следующий год придется еще больше работать. Ну а кабачки, посмотрите, замульчированные, как они себя чувствуют. Тут не передать их высоту камерой. Ну, практически мне по грудь. О, уже походу и урожай проклевывается. А, можно даже и собирать. Ну а то, что без мульчи, видите, все же погода угнетает. Яркое солнце не дает расти так сильно, как под мульчой.
И трава не так растет. Там, где все же укрыто. Но от с этого края, видите, уже все заросло. Свеклы практически и не видать. Это то, что я первое начинал полоть. Сейчас нужно будет заново все делать. Ну а то, что замульчировано, как видите, травы практически и нету. Передумал я супчик делать из грибов. Лучше я их зажару со свежей картошечкой. Середина лета, а уже урожай есть не только в огороде, но и первое появляется в саду. Белый налив начинает баловать своими яблочками. А в этой части сада сиреневым озером разливается фацелия. Тоже зацвела в мое отсутствие. Здесь такой аромат стоит. Многие писали, что она очень хороший нектар выделяет. Я думал, что пчелы с горчихи сюда все перелетели, как это было с горчицей, когда зацвела липа. Да вот только что-то здесь тоже не наблюдаю ни одной пчелы. Хоть они и летают активно, но скорее всего где-то что-то более интересное цветет. Так только другие насекомые. А пчел вообще нет. Грибов в лесу много.
Но только что нужно было идти за ними сразу после дождя, когда можно было побольше насобирать, а то сейчас многие из них уже перезрели. Но все равно довольно достаточно. Практически полторбы насобирал, хоть и брал только белые и лисички. Ситуация с правами, а точнее поездка с их заменой, пошла мне на пользу. У меня же есть недостаток, мой трудоголизм, и порой я сильно залипаю на работе и меньше времени уделяю другим сферам своей жизни. Это если провести аналогию как с клавиатурой. Когда ты нажимаешь на клавиши, то на экране у тебя буквы собираются в слова и в текст, и порой одна клавиша залипла, а ты не видишь этого и вроде бы продолжаешь нажимать, но на экране вместо слов пишется только одна буква. Это же есть выражение в тему. В чужом глазу ты видишь и соринку, в своем глазу не видишь и бревна, а поездка в другой город позволяет посмотреть на свою жизнь со стороны и заметить все эти нюансы. А я же последние дни вообще и кроме работы ничего не видел. С утра до ночи занимался заготовкой сена. С одной стороны, казалось бы, больше будешь работать, быстрее достигнешь желаемых целей, а по факту оно же получается с точностью наоборот. Чем больше ты работаешь, меньше отдыхаешь, больше накапливается усталость и увеличивается шанс совершения ошибок, на исправление которых потом еще больше времени затратишь. Поэтому решил, сейчас буду стараться соблюдать этот баланс между работой и отдыхом. И буду уделять больше времени и другим сферам своей жизни. С другой стороны, хорошо, что и грибов немного. То насобирать-то это еще полбеды, а потом их почисти, перебери и с порядкой. Ну, я так думаю, много готовить не буду, чуть-чуть только, чтобы на раз. Вот тебе не достанется, так что не просись. А остальное в сушильный шкаф на зиму, чтобы было. А так, если надо, сходил, собрал, в лесу там грибов полно. Хотя лисички перебирать довольно-то быстро и хорошо, червей-то в них не бывает. Так водой мусор смыл, порезал и готово. Ну а с белыми тоже не особо много проблем. А другие я уже и не собирал. Я грибы-то есть особо не люблю, да и ленюсь их. Водиться с ними, перебирать, червей этих выбирать, если есть откидывать грибы, которые червивые. А так порезал эти и готово. Хотя под картошечку свежую пошли бы любые. Кстати, готовить буду я уже свою, ну я имею в виду в юридическом плане. Также земля мне отчислилась как самозахват, ну а вчера уже съездил в БТИ и закончил процедуру оформления наконец-то. Получил документы на руки и теперь уже урожай буду собирать на своей земле. Получается, около 9 месяцев я его оформлял. И за оформление заплатил 560 рублей, это где-то около 175 долларов. Ну зато теперь можно спокойно будет заниматься повышением ее плодородия, выращивать полезные, здоровые, экологически чистые продукты и не переживать за то, что кто-то может претендовать на нее или вообще приехать и забрать. Пошли домой, что ли? Что снимаешь? Нихера не видно.
летит сейчас. На место, да. Что, блин, заросло уже все. Ну да, уже что-то и не видно воды. Продал еще 57 тюков сена. Можно было бы на 20 больше, да вот в прицеп не влезло. Вши расширять габариты не позволяют, а вверх тоже много не наложишь, увеличивается парусность. И так думал, что не довезем. Нужно ехать аж за 40 километров по трассе, а там встречной фурой разминается, так начинает кидаться со стороны в сторону. Наложи выше, либо в кувет скинет, либо раскидает по всей дороге, потом ходи, собирай их. Так увязал с большего, тентом натянул, чтобы не рассыпались. Назад уже возвращался через озеро Нарощ, так там отдыхающих немерено. Проезжали возле кемпинга, так там и вообще палатку негде поставить. Ну, это оно и понятно. Середина лета, время отпусков, как говорится. Делу время, а потехе час. Решил тоже в поход рвануть. У меня же здесь совсем рядом в 8 километрах начинается национальный парк Нарочанский. А один бы, может быть, и не пошел. Так у меня же сейчас в гостях подписчица, которая туризмом увлекается. Так решил показать ей местные красоты. Набросал такой небольшой маршрутик по ближайшим озерам. Полезешь в рюкзак? Выглядит аппетитно. И довольно вкусно. Вдоль всей дороги были груши и яблоки. А вот это довольно такая съедобная. Можно и перекусить по дороге. Там классно. А здесь куда ни глянь классно. Ты как на вершине Олимпа находишься. Вот можно себе и зазвездиться, Богом почувствовать. Или нет? Это на видео больше было. Странно.
мокрыми поменяем ног сидушки нормально? Вот именно. Нет, так я не просто. Сережа, ты идешь? Так. Чего? Мы поедем еще и на другую.